Невидимый взгляд, ощущаемый затылком, внезапное чувство, будто кто-то рядом, хотя ты один, тихий ветер, не связанный с погодой, но способный донести до тебя шепот, который ты не услышал, но почувствовал. Мистика не требует доказательств, она дышит в паузах между фактами. Она говорит голосом тишины. В моменты потерь мы часто чувствуем, что умершие не исчезли окончательно. Что-то остается рядом, тонкое, легкое, как дыхание на стекле. Ты ловишь их взгляд в снах. Они стоят за стеклом. Не говорят, только смотрят. И ты просыпаешься с теплым ощущением, будто кто-то был, кого ты знал и любил. Многие рассказы повторяются, человек чувствует запах духов умершей матери, хотя флакон давно выброшен. Или часы вдруг останавливаются в момент годовщины чьей-то смерти. Это мистика не слов, а совпадений, выстроенных с ювелирной точностью. Можно ли считать это наблюдением? Не глазами, не камерой, а полем присутствия. Некоторые эзотерики называют это тонким контактом, душа, перешедшая за грань, остается привязанной к близким через невидимые нити. И эти нити вибрируют, когда мы тоскуем, плачем или молимся. Особенно в полусне, в трансовом состоянии или на грани между сном и явью. Считается, что мертвые видят нас через эмоции. Не через физические образы, а через всплески энергии, которые мы излучаем. Радость, боль, горе, любовь — все это для них как маяк. Особенно сильно это ощущается в моменты сильных эмоциональных переживаний, похорон, годовщин, снов или внезапной тоски без причины. Есть понятие «пространство памяти», оно не связано с мозгом, это энергетическая плоскость, где живут образы, сны и фрагменты личностей. Именно там, по мистическим теориям, души могут присутствовать после смерти. И если связь между душами была сильной, эта энергия сохраняется и продолжает откликаться. Бывает, что человек во сне слышит голос умершего, который предупреждает, успокаивает или даже передает информацию, подтвержденную позже. Такие сны слишком ясны, чтобы быть просто фантазией. Именно эти случаи вызывают мурашки, когда умерший говорит, чего никто знать не мог. Это не просто сон. Это контакт. А бывает и наоборот. Полная тишина. Глухота мира. Как будто кто-то, кого ты ждал, должен был прийти, но не пришел. Это тоже знак. Иногда души выбирают не показываться, не потому что не любят, а потому что считают, что их присутствие может помешать живым идти дальше. Некоторые медиумы утверждают, что души смотрят не сверху, а изнутри, через наше восприятие, через интуицию, через внезапные мысли, будто кто-то вложил их тебе в голову. Это тихое наблюдение. Бессловесное. Но не слепое. Они знают, как ты живешь. Но не вмешиваются, если не просят. Иногда ощущение наблюдения приходит в самые обычные моменты. Ты идешь по улице, вдруг ветер касается руки, и ты почему-то думаешь о нем или о ней. Это не ассоциация. Это касание. Так души напоминают о себе. Не страшно. Не зло. Просто присутствие, как старый друг, наблюдающий издалека. И если ты однажды вдруг услышал в голове «я рядом», не спеши списать это на воображение. Потому что, может быть, ты действительно не один. Поговорим о том, почему люди чувствуют, что за ними следят умершие, как работает память, подсознание, и что движет нашей верой в это чувство. Здесь не магия, а глубинная психология.
Страх, любовь, вина, утрата, надежда. Начинаем сразу, строго 4500 символов, метки соблюдены, без тавтологий. Блок 2. Психология и вера. Почему мы чувствуем, что мертвые рядом? Внутренние чувства, будто кто-то незримо рядом, это не всегда мистика. Иногда это память, закрученная так сильно, что становится почти телесной. Когда мы теряем кого-то, психика не готова отпустить сразу. Она удерживает образ, как якорь, как иллюзию защиты. Особенно это ощущается у людей, потерявших близкого внезапно. Разрыв, который произошел без прощания, запускает в мозге механизм ожидания контакта. Ты продолжаешь мысленно говорить с ним. Слышать его голос. Представлять, что он наблюдает за тобой. Это не болезнь, это способ выжить. Психика создает фантом присутствия не как призрак, а как внутренний собеседник. Такой, внутренний умерший, помогает справиться с болью, облегчить чувство одиночества. Удивительно, но во многих культурах принято обращаться к умершим. Не просто вспоминать, разговаривать с ними. У могил, в тишине, перед сном. Это часть человеческой природы. Вера в то, что мертвые наблюдают, это не страх, это надежда. Это якорь между мирами. С точки зрения психологии, наблюдение умерших — это отражение нашей непрощенной вины или любви, которая требует выхода. Мы хотим, чтобы нас видели, чтобы нас простили, чтобы нас поддержали. Многие утверждают, что покойные мне помогают не потому, что слышат голоса, а потому, что внутри появляется ресурс. Сила, которая приходит из памяти. Когда мы любим, мы соединяемся глубоко, и эта связь не обрывается с последним вдохом. Просто она переходит в внутреннее чувство присутствия. Нередко во сне к нам приходят умершие. Иногда они молчат. Иногда говорят. Иногда просто сидят рядом. Сновидение — это место, где подсознание может создать почти реальное ощущение встречи. Это сон. Или что-то большее. Мозг не дает ответа, но тело чувствует, что это было. В психологии есть понятие «гравитация памяти», когда потеря настолько сильна, что все вокруг начинает напоминать об ушедшем. Ты видишь его в прохожих, слышишь в песне, чувствуешь в запахе. Это не галлюцинация. Это эмоциональный фокус. Подсознание само ищет эти сигналы, чтобы не разрушиться. Есть еще и вторичная выгода, странное, но важное понятие. Оно не означает корысть. Оно говорит, если я чувствую, что он рядом, мне легче жить. Значит, психика оставляет это ощущение, чтобы не утонуть в боли. А еще есть чувство вины. Молчаливое, медленное. Я не успел сказать главное. Я ушел, когда он звал. Я не простил. Эта вина тоже может включать ощущение наблюдения. Как будто ты не один. Как будто он здесь. Смотрит. Ждет ответа. Или прощения. Но самое важное — это любовь. Когда кто-то уходит, а ты продолжаешь любить, мозг не может просто выключить этот поток. Он направляет его внутрь, и любовь трансформируется в ощущение, будто тебя продолжают любить в ответ. Так рождается ощущение, что тебя видят. Что кто-то рядом. Что ты не один, даже если физически рядом никого нет. Это не призрак. Это ты. Но ты с ним. Внутри. Это твоя психика бережет тебя от окончательного разрыва.
Поэтому ощущение, что мертвые наблюдают, это не всегда про потустороннее. Иногда это самый человечный способ пережить самую нечеловеческую потерю. Вопрос о том, продолжается ли сознание после смерти, долгое время считался философским или религиозным. Но сегодня, благодаря достижениям квантовой физики, нейронауки и теорий сознания, он снова звучит, уже на языке науки. Может ли умерший человек каким-то образом продолжать существовать в другой форме, способный взаимодействовать с живыми? Возможно ли, что наблюдение мертвых не метафора, а физический процесс на уровне, который мы пока не в силах измерить? Современные ученые все чаще сталкиваются с явлением, которое называют непрерывностью сознания. Некоторые исследования показывают, что мозг остается активным даже после остановки сердца в течение 2-5 минут. Эти минуты могут быть решающими. Если сознание не зависит полностью от тела, тогда оно нечто большее, чем нейроны. Теория информационного поля утверждает, что вся информация, включая мысли, эмоции, память, не исчезает, а сохраняется во Вселенной, как энергетическая структура. И если это так, то умершие действительно могут наблюдать, но не через глаза, а через энергетическое присутствие. Ученые вроде Стюарта Хаммероффа и Роджера Пенроуза выдвигали гипотезу, что сознание — это квантовое явление, существующее вне физического мозга. Оно может отсоединиться и переместиться в другую форму реальности. Если принять это допущение, можно предположить, после смерти сознание не исчезает, а переходит в иное измерение, откуда способно наблюдать за этим миром. Физика уже давно доказала, что наблюдение меняет поведение частиц. Знаменитый квантовый эксперимент с двойной щелью показал, если за частицами наблюдают, они ведут себя иначе. Значит, сам акт наблюдения — это сила. Энергия. Возможно, сознание умерших тоже участвует в этом наблюдении на незримом уровне. Есть и другой взгляд — теория мультивселенной. Согласно ей, мы живем в одном из бесконечного количества миров. И в другом варианте Вселенной умерший продолжает жить, но может пересекаться с нами через сны, ощущения, совпадения. Таким образом, их наблюдение — это наложение реальностей, резонанс миров. Мы не видим их, но чувствуем. Они не вмешиваются, но присутствуют. Интересные наблюдения в околосмертных состояниях. Люди, пережившие клиническую смерть, часто описывают, как наблюдали за собой со стороны. Они видели врачей, слышали разговоры, описывали детали, которых не могли знать. Если такое возможно в момент между жизнью и смертью, почему это нельзя продлить в состояние после? Может быть, сознание не исчезает, а переходит в более тонкий режим восприятия и продолжает фиксировать происходящее. Философски, смерть — это переход. Если душа существует, то она становится наблюдателем. Уже без тела, без действий, но с возможностью быть свидетелем. Свидетелем наших ошибок, побед, горя, счастья. Именно это, возможно, дает нам ту самую тень за плечом, ощущение, что кто-то знает о нас больше, чем мы сами. Некоторые физики считают, что наше восприятие времени — иллюзия. В квантовой механике прошлое, настоящее и будущее могут сосуществовать. Это значит, что умершие могут находиться рядом во времени, просто на другой частоте. А теперь представь, ты вспоминаешь умершего, и в этот момент твоя мысль резонирует с его присутствием. Вы как будто соединяетесь. Не физически, а по вибрации. Именно такие моменты мы и воспринимаем как наблюдение. Когда что-то неуловимое касается сердца, и ты точно знаешь, он рядом. Она рядом.
Наука пока не дает четкого ответа. Но все больше данных говорит, сознание — это не только продукт мозга. Оно — феномен, способный выйти за пределы смерти. И если это правда, значит, мертвые действительно могут видеть нас. Не глазами. О чем-то глубже, чем зрение.